Глубоко под поверхностью открытого океана, там, где яркий солнечный свет постепенно теряет свою силу и растворяется в бесконечной синей тишине, мир меняется. Здесь время течет иначе. Для дайвера по имени Марк этот мир всегда был убежищем, местом, где шум цивилизации сменяется ритмичным звуком его собственного дыхания через регулятор. Но в тот день спокойствие бездны было нарушено странным, почти первобытным чувством. Марк почувствовал это кожей еще до того, как осознал разумом. За ним следят. Сначала это было лишь мимолетное движение на периферии зрения. Тень, скользнувшая чуть быстрее, чем обычный поток воды. Он не знал, почему возникло это чувство, и уж тем более не догадывался, кто или что следует за ним по пятам. Все, что он знал, это то, что нечто крупное находится позади, сокращая дистанцию с каждым его вдохом. Инстинкты, дремавшие в глубине его сознания, внезапно проснулись и закричали: «Плыви, беги, уходи!» Его ласты с удвоенной силой забились о воду. Пузырьки воздуха, вырывающиеся из акваланга, казались слишком громкими, а удары сердца отдавались в ушах, подобно грому. В мутной синеве, где нет ориентиров, страх становится осязаемым. Марк резко развернулся, готовый встретить опасность лицом к лицу. И там, в нескольких метрах от него, он увидел его. Это был дельфин. Изящный, темный, почти стальной в этом скудном освещении, он разрезал толщу воды со стартовой скоростью и пугающей точностью. Он не кружил в игривом танце, не дрейфовал мимо, как это обычно делают любопытные морские обитатели. Он шел на таран, прямо на человека. Большинство людей представляют дельфинов как кротких, вечно улыбающихся созданий из телешоу. Но когда ты один в открытом море, когда берег скрыт за горизонтом, а дикое животное несется на тебя из глубины, в этом моменте нет ничего нежного. Есть только парализующий ужас перед мощью природы. Марк рванул в сторону, работая ногами так сильно, что мышцы начало сводить судорогой. Дельфин повторил его маневр с идеальной синхронностью. Марк сменил направление. Дельфин последовал за ним, словно привязанный невидимым тросом. А затем произошло то, чего дайвер никак не ожидал. Что-то, что заставило его замереть на месте, забыв о страхе. Дельфин остановился. Он посмотрел Марку прямо в глаза. Это не был пустой, блуждающий взгляд животного, случайно встретившего препятствие. Дельфин смотрел на него пристально, требовательно и с какой-то невыносимой срочностью. В его темных, как обсидиан, глазах, казалось, была сосредоточена вся тяжесть мира. Что-то настолько болезненное, что Марк почувствовал это физически. Затем дельфин отплыл на несколько метров, замер и снова оглянулся. Он ждал. Он явно хотел, чтобы человек последовал за ним. То, что произошло в следующие несколько минут, останется с Марком до конца его дней. Долгое мгновение он просто парил в воде, не в силах пошевелиться. Рациональная часть его ума, обученная годами погружений, лихорадочно перебирала все возможные объяснения. Это защита территории? Неадекватное поведение из-за болезни? Просто странное совпадение? Опытные дайверы усваивают один урок очень рано. Никогда не следуй за дикими животными в неизвестные воды. Не отклоняйся от маршрута. Не позволяй любопытству брать верх над осторожностью. Но в этом дельфине было нечто,
что опровергало любой рациональный контрольный список, который Марк когда-либо заучивал. Его движения не были агрессивными. Они были отчаянными. Между агрессией и отчаянием есть тонкая, но ощутимая разница. И в тот момент, качаясь на волнах, внутренних и внешних, посреди открытого моря, Марк почувствовал это костным мозгом. Дельфин снова вернулся, описал круг и резко ударил хвостом по воде. Раз, другой. Это не было предупреждением. Это было похоже на то, как человек хватает другого за плечо, когда слова бессильны. Его тело двигалось поломанным дугом, выдавая крайнюю степень возбуждения. Марк принял решение. Медленно, с осторожностью, он развернул корпус в ту сторону, куда указывал дельфин, и начал грести. Они двигались вместе. Человек в громоздком снаряжении и совершенное дитя океана. Это длилось несколько долгих, странных минут, которые показались часами. Подводный мир проплывал мимо в своем обычном сказочном безмолвии. Преломленные лучи света, пронзающие толщу воды, как колонны в храме, далекое колыхание водорослей, случайные вспышки серебра от косяков мелких рыб. Но сейчас все это казалось наэлектризованным. Каждая секунда была наполнена сгущающимся напряжением. И вот дельфин замедлил ход. Именно тогда он увидел ее. Она была огромной, взрослая самка Афалины, и она была в агонии. Ее тело содрогалось в тяжелом мучительном ритме. Хвост метался из стороны в сторону, но не плавными, мощными толчками, характерными для здорового дельфина, а слабыми, непроизвольными судорогами существа, сражающегося с чем-то внутри себя. Ее глаза были плотно зажмурены, а дыхание, видимое по резким движениям, дыхало, было рваным и неправильным. Марк все понял в ту же секунду. Она рожала. И что-то пошло не так. Совсем не так. Он посмотрел на меньшего дельфина рядом с собой, того самого, который нашел его, преследовал и не отпускал. Осознание обрушилось на него подобно океанской волне во время шторма. Это был ее спутник, ее партнер. Это животное в одиночку проплыло километры открытой воды, приблизилось к человеку, преодолело древний инстинкт страха, разделяющий диких существ и людей, и попросило о помощи. Не словами, не на языке, который люди когда-либо изучали, а на чем-то более древнем. На языке, который живет глубже слов, там, где встречаются любовь и смертельный ужас. Ему нужно было спасти ее. Но он, черт возьми, не знал как. Самка дельфина издала низкий, вибрирующий стон, который прошел сквозь воду и отозвался в груди Марка, как электрический ток. Она предприняла еще одну попытку. Все ее тело напряглось, каждая мышца работала на пределе ради одной невозможной цели. Но детеныш не выходил. Она пробовала снова и снова, и каждая попытка делала ее заметно слабее. Ее движения замедлялись, тело начало крениться на бок. Марк посмотрел на свои руки. Руки дайвера. Не ветеринара, не морского биолога, просто руки человека. И все же он двинулся к ней. Он сделал единственное, что пришло ему в голову. Он подплыл под нее. Когда ее силы иссякли, и тело начало медленно, душераздирающе тонуть, как тонет корабль, проигравший битву с морем,
Он подставил свои плечи и спину. Он стал ее опорой, ее якорем. Он держал ее, чувствуя, как мышцы рук горят от напряжения, не давая ей уйти на глубину. Самец дельфина парил совсем рядом, буквально в метре от них. Он был абсолютно неподвижен, наблюдая и ожидая. В его поведении в этот хаотичный момент было нечто пронзительно человеческое. Так стоит муж в больничном коридоре, не в силах помочь, не в силах уйти. Затем Марк сделал еще кое-что, нечто тихое, почти бессмысленное с точки зрения логики. Он приложил ладонь к ее животу. Через неопрен перчатки он чувствовал, как внутри нее проходят схватки, мощные перекатывающиеся волны усилий, сотрясающие все ее существо. Он мягко надавил, скорее поддерживая, чем толкая. И он шептал одни и те же слова в свой регулятор, снова и снова. «Держись, пожалуйста, просто держись». Она не могла его слышать. Или, возможно, каким-то образом, который наука еще не открыла, она все же слышала, потому что ее глаза открылись. Эти большие темные глаза, затуманенные изнеможением и болью, нашли его лицо. И на одно мгновение, застывшее во времени, человек и дикий дельфин смотрели друг на друга сквозь все границы видов, и между ними пронеслось нечто, не имеющее названия. А затем ее тело выгнулось в последнем, колоссальном усилии. Она вложила в него все, что у нее осталось. Мир вокруг словно треснул, и в вихре пузырьков, движения и света детеныш оказался на свободе. Малыш не закричал так, как кричит человеческий младенец. Вместо этого он совершил свое первое действие в этом мире, сделал спонтанное, радостное сальто, словно празднуя сам факт своего появления на свет. Затем он нашел мать, уткнувшись в изгиб ее грудных плавников. Она обняла его своим телом с той медленной, изнуренной нежностью, которая ведома каждой матери, боровшейся за жизнь своего ребенка. Какое-то время Марк просто дрейфовал. Руки ныли, запас воздуха в баллонах подходил к критической отметке. Адреналин, который поддерживал его последний час, стремительно исчезал, оставляя после себя дрожащего, ошеломленного человека, у которого по щекам под маской текли слезы. Он только что стал свидетелем того, что будет пытаться описать всю оставшуюся жизнь, но никогда не подберет достаточно точных слов. Мать-дельфин повернулась к нему. На этот раз ее движения были иными. Не лихорадочными, а осознанными, полными достоинства и намерения. Она подплыла и коснулась кончиком носа его руки. Едва уловимое, нежнейшее прикосновение. А потом она начала кружить вокруг него. Это был медленный, широкий, спиралевидный танец. Она склоняла голову и изгибалась всем телом, словно совершая ритуал, который ее предки практиковали еще до того, как первый человек ступил в море. Это был поклон. Несомненный, искренний жест благодарности. Марк посмотрел вверх, на мерцающий потолок света над головой, и именно тогда он это услышал. Точнее, почувствовал. Вибрация. Она шла отовсюду, со всех сторон одновременно, нарастая как музыка, как далекий гром, как нечто огромное и живое. Он поднялся на поверхность,
И когда его голова показалась над водой, он увидел, что океан изменился. Во всех направлениях, насколько хватало глаз, море пришло в движение. Сотни дельфинов. Нет, тысячи. Они собрались вокруг его лодки, вокруг места погружения, вокруг него самого. Они прыгали, ныряли, крутились и выпрыгивали из воды в непрерывном, бурлящем, великолепном представлении, которое тянулось до самого горизонта. Поверхность воды ловила солнечные лучи и разбивала их на миллионы сверкающих осколков. И в самом центре этого торжества один маленький дельфиненок прижимался к боку матери и вдыхал свой первый воздух над волнами. Никто их не звал. Никакого сигнала, который могли бы уловить человеческие приборы, не было подано. И все же они пришли. Все до одного. Потому что где-то в глубинах древнего разума океана новость разнеслась мгновенно. Сегодня жизнь была спасена. Она была спасена, потому что существо, у которого были все причины бояться человека, в свой самый отчаянный час решило довериться ему. Марк долго качался на волнах среди них. Он не думал, не анализировал. Он просто присутствовал в этом моменте, одном из тех редких моментов жизни, когда ты с абсолютной ясностью понимаешь, что находишься именно там, где должен быть. Там, в море, где вода глубока, а мир тих, мать задышала спокойно. Детеныш учился плавать, а отец, который поставил все на доброту незнакомца, вернулся к своей семье целым и невредимым. Марк вернулся на берег тем вечером другим человеком. Он шел в воду в поисках тайн океана, а нашел самую главную истину. Любовь в ее истинной форме говорит на всех языках, даже на тех, которые мы еще не успели выучить.